теперь? Ну, завтра же шахматы, а Андрюша в изоляторе. А, она в шахматный клуб побежала. Ребята, быстренько несите стулья. Осторожнее, осторожнее. Часы не разбейте. И шахматы не рассыпайте. Так, ну раскладывай. Осторожно, осторожно. Ставь сюда. Так, расставляйте. Так. Евгения Александровна. Что? А как же Андрюша Попов? В изоляторе он же болен. А можно я его навещу? Не надо, я сама. Скорее, 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 ребят. Алеша Ягунов, ну в чем дело? Так, стало быть, Попов. Ну, с Попов, а как тебя зовут? Андрюша. Как? Андрюша. Не закрывай рот. Андрюша. Так, у меня было два знакомых Андрюши Попова. Один из них генерал, другой народный артист Советского Союза. Ладно, ложись и укройся хорошенько. Должен вам сказать, что у тех моих знакомых Андрюшей горло значительно лучше, чем у этого. Не очень хорошее горло. Скажите, доктор, я могу завтра встать? Сомневаюсь. Температура 37,8. Но завтра же приезжает гроссмейстер Карпов, чемпион мира. А вы, молодой человек, мечтаете стать Анатолием Карповым. Анатолий Евгеньевич Карпов неповторим. Евгения Александровна, это же невозможно, чтобы Андрюша завтра не играл с Карповым. Ну да, но у него же ангина. А вдруг он выздоровеет? За одну-то ночь. Да. К нему доктор пришел. Говорите с ним. Хорошо, я попозже зайду в изолятор. А я сейчас. Вот это вы выпьете перед сном. Мой новый знакомый Андрюша Попов. Вот возьму и выброшу все ваши склянки и банки. А тогда мы вас положим в больницу, молодой человек. Где мой портфель? Я его Вот, вечно пожалуйста. забываю. Благодарю вас. Ну что ж, до свидания, товарищ гроссмейстер. До свидания. Ушли. Ушли. Давай. Ну что он сказал? 37,8. 37,8? Вот это жар. Да, это ты наколдовала, говорила, заболеешь, заболеешь, если снег с сахаром будешь есть. Вот я и свалился. Слушай, у тебя действительно жар. Я говорила это зимой, а ты заболел летом. Думать надо, прежде чем говорить. Ладно, давай лучше в шахматы сыграем. Ходи белыми. Я не умею. Как? Не умеешь? А для чего же ты столько времени толчешься в шахматном клубе? Я за тебя болею. Нет, я вообще за всех известных спортсменов болею. Хотела даже шахматной принцессой нарядиться. Но подходящего костюма не нашлось. В шахматах принцесс не бывает. Пора бы знать, болельщица. Подумаешь. Конечно, тут надо думать. Это тебе не в подкидного дурака играть. Давай сыграем. Я вообще не признаю карты. Вот шахматы – это настоящая игра. Ку-ку. Кто там? Андрюшке можно? Давайте, заходите. Привет. Чего это вы сюда пришли? Мы пришли тебя навестить и развлечь по решению совета отряда. Глава, отойди. Мы не должны к нему подходить, чтобы не заразиться. У Андрюши болезнь не заразная. Он просто простудился. Лови. Что это? Это мы для тебя собрали. Там печенье, конфеты и помидор. Помидор? Ого, какой! Люба, ну-ка поколдуй, чтобы он стал волшебным, и я поправился. Помидор, помидор, вылечи Андрюшу. Завтра в лагере турнир, быть ему там нужно. Цыганка. Ни складушки, ни ладушки. Ну ладно, лишь бы помогло. Ребята, расскажите что-нибудь веселое. Как это ужасно, что ты заболел. Мне тебя очень жаль. Мне тоже что-то не здоровится. Кажется, глотать больно. Кажется, немного больно. Пошли, Клава, отсюда. До свидания. Поправляйся. Трусы! Что ты наделала? Я нечаянно. Я же не хотела. Вообще. Неуклюжая.
Нарядилась еще цыганкой. Слоникой лучше бы нарядилась. Не хватает белого короля и черного ферзя. Наверное, под кровать закатились. Еще 2 офицеров не хватает, черного и белого. В кровати ничего нет. Не умеешь ты искать. Куда ты? У тебя же завтра ответственный матч с самим чемпионом мира. А ты раскрываешься. Вот не поправишься за ночь и не будешь играть с Карповым. Вот выпей-ка лучше. Что это? Не бойся, не отрава. Не хочу, не буду пить. Выпей и заешь помидором. Он теперь волшебный, и ты скоро поправишься. А может, лучше помидор без лекарств? Нельзя, не подействует. Пей. Вот, молодец. Ну ладно, раскашлялся тут. Накройся потеплее и постарайся заснуть. И завтра ты будешь совсем здоров. Замучили совсем здорового человека, уложили спать. Напоили какой-то гадостью. Нет, с девчонками дружить невозможно. Не надо его будить, он же спит. Жаль, конечно, что он заболел. Ему так хотелось встретиться за доской с самим чемпионом мира. Да у него без вашего чемпиона мира голова занята бог знает чем. Весь день сочиняет какие-то стихи, и потом все время играет в эти шахматы. Но он же лучший шахматист лагеря. А что, если завтра у него не будет температуры? Вы можете потихоньку от врача выпустить его? Да вы, голубушка, понимаете, что вы говорите? Но такой случай бывает раз в жизни. Ну, идемте, идемте. Понятно. Защита каракан. Блокада изолированной пешки. А если жертвой качества я получу темп? Зачем рыдать? Зачем стонать? Я устала ждать. Когда же это кончится, а? Я делаю все возможное. Шахматы? Карты? Что говорят, когда уходит день, калитку добрых снов? Спокойной ночи. Спокойной ночи, только не забудь, чтобы нам не заблудиться
где-нибудь бродит по небу невидимый фонарщик от звезды к звезде. Куда ведет нас этот дальний путь, поймем в конце концов. А если в сказку? В этой старой сказке будет смех и плач, переулки страхов и тропа удач. Странный принц и злая дама в доброй маске, и король, и шут. Мы здесь одни. Мы все как будто в сборе. Тут все свои, здесь посторонних нет. Друзья мои в отчаянии и горе я пригласил сюда вас на совет. Мой бедный сын чихает тяжко боль. Бедный принц. С постели не встает он много лет. Так им и надо. Кто вы? Тихо. Там кто-то есть. Уйдем. Фу, как противно пропах весь дворец лекарствами. Воздух просто отравлен запахами мази и микстур. Слушай, сегодня утром шла на работу мимо королевской гостиницы. Так все номера заняты приезжими лекарями. И представь, каждый предлагает свой метод лечения принца. Ой, когда же его наконец вылечат? Ты лучше скажи, когда его в конец залечат. А помнишь? Нет, ты помнишь, какими дивными духами душились наши дамы? А теперь от них пахнет нафталином, нашатырным спиртом. А музыка? Мне кажется, что я сойду с ума от тоски. А ведь когда-то я была такой веселой пешкой. Да. А как было светло и красиво в нашем дворце. Кругом стояли живые цветы, а теперь бумажные. Ах, как мне хочется потанцевать. Эх! Да ты что? Ты что делаешь? Ты знаешь, что тебе за это будет? Мне все равно, мне Вдруг все сюда равно. придут? Ты погубишь себя.
Прекрати сейчас же! Превосходно! Чудесно, в то время как король плачет от горя, а наследный принц борется со своим недугом, когда все повергнуты в печаль, слуги осмеливаются танцевать. И где в королевских покоях? Не губите нас, господин Кривелло. Я вот велю наказать вас, несчастные пешки, и вы никогда не станете настоящими фигурами. Ну-ну-ну, не очень-то здесь козыряйте. Ваша колода еще не у власти, а вы всего-навсего министр без портфеля. Как вы смеете? Это же указующий перст. Где мой портфель? Опять бестолковый патисоник где-то оставил свой министерский портфель. Хоть бы он совсем его потерял однажды. Где мой портфель? Где мой старенький, заслуженный портфельчик? Ну что вы стоите? Ищите! Где он? Ой, кто это? Ой, какая неприятность. Ну, как вас угораздило? Если бы у вас было столько неприятностей, сколько у меня, вы бы не удивлялись. Да вот же он, ваша шахматная светлость. Вот он. На-на! На-на. Куда? Ну да, лучше на него сесть, надежнее. Так. Вот она. Заболел, околел, окривел, ел, мел. А что, у короля опять застряла рифма в горле? Ну да, с тех пор, как заболел принц Чихалия, с королем это случается. Все чаще и чаще. Околел, окривел. Вот эта рифма самая подходящая. Окривел. Портфельчик будет мой. Кого любить, как избежать забот? Что будет завтра, счастье или горе? А я раскину карты вам и вскоре всю вашу жизнь знаю напролет. Давайте сговоримся и не будем растрачивать талант по пустякам. Приятно делать гадости приятным людям и скучно строить козни дуракам. Своих друзей обманывать, мой друг, научитесь вы поздно или рано. Наука зла, коварства и обмана куда занятнее всех других наук. Давайте сговоримся и не будем растрачивать талант по пустякам. Приятно делать гадости приятным людям и скучно строить козни дуракам.
Боже, где вы пропадаете? Я устала ждать. Даже карты не говорят мне правду. Ай-яй-яй. Столько лет я жду, пока вы уморите наследника. Дождетесь, что я вас заменю валетом другой масти. Ой-ой-ой. Очаровательный двулич, а вам карты не говорят, что я придумал такой режим для принца Чихалии, что он через месяц загнется? Обещаю вам портфель первого министра при моем дворе. Очаровательная двулича, в самом недалеком будущем вы, прекрасная дама Треф, вы поставите на колени всю шахматную партию. Ух, эти шахматы, как я их ненавижу! Какой же режим вы придумали принцу? А я пишу для него новую рассказку. Какую? Убийственную! В стихах. Что делать нам, как нам дитя спасти? Как вылечить, чем облегчить страдания? Он похудел, он перестал расти. О, слабое, несчастное создание! Зачем рыдать? Зачем стонать? Слезами принца не поднять. Бедняжка принц, он тает с каждым днем. Я дни и ночи думаю о нем. Я слышал, был консилиум с утра. Что нового сказали доктора? Всезнающий профессор Медикпад. Он, кажется, гомеопат. Вы можете кривело продолжать. Больному прописал, не двигаясь, лежать. Лежать в тепле от грелок и свечей, но только не от солнечных лучей. Должны висеть портьеры на окне, он должен слушать только о войне. Рассказы о несчастьях, о беде, об ужасах, о синей бороде. Он должен плакать, плакать день и ночь. Такой режим не может не помочь. Да он и так все время плачет, и я хотел бы знать, что это значит. Чем больше слез, тем больше облегчения. В слезах и заключается лечение. Принц должен выплакать наружу все бациллы, и лишь тогда к нему вернутся силы. Любезный Патисоне, ваше мнение, не следует ли изменить лечение? Мне кажется, среди лечений всех отсутствует одно здоровый смех. Когда-то принц был весел и здоров. Он мог, как все, шутить и веселиться. И нам не нужно было докторов выписывать ему из-за границы. Я видел, как смеялся принц во сне. Проснувшись утром, он заплакал снова. И весь в слезах он сам признался мне. Он мне сказал, как хочется смешного. Я утверждаю, принцу нужен смех, и мой рецепт испробовать не грех. Я так устал, что я на все согласен. Не будет ли для принца смех опасен? Он вызовет икоту, и тогда возможно всякая беда. О чем вы спорите? Довольно пререканий. Вы мне верны?
и цель у нас одна. Здоровый сын, венец моих желаний. Я слаб и стар, замена мне нужна. Кому доверю я вступить в права наследства? Сейчас готов я на любое средство. Пусть будет совесть у меня чиста. Где шут Гороховый? Позвать сюда шута! Смех все же вреден, надобно признаться, мне больно даже улыбаться. Встань, старый шут, передо мною, как раньше, честно послужи, и выкинь что-нибудь смешное, свое искусство покажи. Нет, это вовсе не смешно, на это улыбнуться-то грешно. А чем еще ты мог бы удивить? За столько лет я все успел забыть. Когда врачи смеяться не велят, и только тихий вздох живет в гортани, когда любая радость не впопад, а злая шутка музыки не пара, когда печальны дети и гитары, должно быть, кто-то в этом виноват. Когда печальны дети и гитары, должно быть, кто-то в этом виноват. И ты, и я, конечно, ни при чем, ведь мы добры и славы не забыты. Но кто-то третий прячет под плащом какие-то коварные заботы, и кто-то сам не любит нас, и кто-то размахивает крошечным мечом. И кто-то сам не любит нас, и кто-то размахивает крошечным мечом. Ушли. Доме 8/1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча, по фамилии Степанов и по имени Степан, из районных великанов. Кто там поет? Главный великан, Что там могло случиться? самый главный. Кто нам мешает? Грустно веселиться. Я слышу смех, я слышу громкий смех. Минуточку. Что там за смех? Узнайте, что за хохот? От смеха принцу станет очень плохо.
Ответьте королю тотчас. Что там произошло у вас? Какая-то фигура странной масти, не признавая королевской власти, смешит толпу, и я боюсь, что сам я тоже рассмеюсь, Прилетев с метри шахматных квартала, хохочет так, как некогда бывало. Уважали дядю Степу за такую высоту, шел с работы дядя Степа, видно было за версту. Лихо мерили шаги, две огромные ноги 45-го размера. Покупал он сапоги, покупал он сапоги. Он разыскивал на рынке величайшие ботинки, он разыскивал штаны небывалой ширины. Купит с горем пополам, повернется к зеркалам, вся портновская работа разъезжается по швам, разъезжается по швам. Он через любой забор с мостовой глядел во двор. Лай собаки поднимали, думали, что лезет в двор. Брал столовый дядя Степа для себя двойной обед. Спать ложился дядя Степа, ноги клал на табурет, ноги клал на табурет. Сидя книги брал со шкафа, и не раз ему в кино говорили: сядьте на пол, вам, товарищ, все равно. Но зато на стадион проходил бесплатно он, пропускали дядю Степу. Думали, что чемпион, думали, что чемпион. Час от часу не легче. Вот беда. Схватить его и привести сюда. Слушаюсь. Мантию. Странно, как эта посторонняя фигура проникла к нам, в страну игр. Вот если бы карты были у власти, такого бы никогда не случилось. Ваше Величество, прекрасная мантия. Вот он, Ваше Величество. Кто ты такой? Как ты сюда проник? Как смел ты рассмешить 3 шахматных квартала? Я-то самый обыкновенный советский школьник, ученик 5 Б-класса. А вас я знаю, вы шахматный король. Мы с Любой вас искали. Куда вы пропали? Мы думали, что вы под кровать закатились. Я повторяю все сначала. Как смел ты рассмешить 3 шахматных квартала? Я же сказал, неужели непонятно? Его шахматное величество, король Унели VII, вас не понимает. Как вы попали сюда? Как вас зовут? Меня зовут Андрюша Попов. Я был болен. Доктор дал мне выпить что-то очень невкусное. А Люба рассыпала шахматы. Вас и вас мы не нашли. А потом я заснул. Увидел вас и вот их. Вы стояли вчетвером. А потом какой-то странный шут спел мне какую-то непонятную песню. И я сразу оказался в каком-то скучном месте, где никто не улыбался. Мальчик бредит, он, наверное, болен.
Надо его срочно выслать из королевства. Попробовала я рассказать смешную историю про дядю Степу, как вдруг меня схватили и привели сюда. Вот так я и оказался у вас. Наверное, я сплю и вижу все это во сне. Понятно? Вполне. Однако наш король туго соображает, когда говорят грубой прозой. Ты пока постой спокойно, я сейчас ему переведу. Ваше шахматное величество, он человек, он мальчик, ученик 5 Б-класса. Знаю. Был болен он, заснув, увидел сон. Во сне попал к нам в королевство он. Печальные, увидев всюду лица, он захотел повеселиться. Мне кажется, что знает он едва ли о нашем горе и печали. Раз чужеземец рассмешил народ, быть может, он и сына мне спасет. Как можно допускать к больному шарлатана? По меньшей мере, это странно. Принц нездоров, серьезно нездоров. Консилиум придворных докторов. Я слышать не хочу о медиках придворных. Их знания не стоят ничего. Я болен сам от их советов вздорных. Вот кто спасет чихалью моего. Я буду у себя в опочивальне. С известием пришлите мне гонца. О, тяжкий рок, нет ничего печальнее седого, одинокого отца. Зачем вы терзаете короля своими глупыми советами? Не ваше дело. Вы даже не проверили вот этого школьника. Хватает на улице первого встречного поперечного и поручает ему лечение нашего драгоценного наследника. Тихо-тихо, что это значит встречного поперечного? Я пионер, а лечить я все равно никого не буду. На это есть доктора. Правильно. Идем, тебя просил сам король. Я королям не подчиняюсь. Сейчас же его выкинем за ворота! Куда вы меня тянете? Куда вы меня гоните? Уберите его отсюда. Ишь, какие! Я вам приказываю. Как вы смеете приказывать? А что? Вы пока валет без портфеля. Портфель! Мой портфель! Ловите! Противный школьник! Вот, Кривела, не видать вам этого портфеля, как своих ушей. А все-таки вы его уронили. ну и Это, что? знаете, плохая примета. Да. А я шахматный офицер. В приметы не верю. Не верите, потому что вы глупый. А вы? Подкидной дурак. Подкидной дурак. Молодец, Андрюша, подкидной дурак. Ух, что я сделаю с этим школьником из 5 Б? А почему вы не прогоните карты? А мы не можем, они разрешены. Унылио II, прадедушка нашего короля, решил объявить войну всем азартным играм. Ему удалось прогнать Каргану, главную заводилу. Но в самый ответственный момент, когда он выступал с воззванием пешкам, у него застряла рифма в горле на слове «железо». Он поперхнулся и попал в безвыходное положение. Получил мат? Нет, только пад. Вот тогда и пришлось пойти на попятную с картами. А чтобы избежать дальнейших неприятностей, пришлось издать словарик со всеми возможными и невозможными королевскими рифмами. На всякий пожарный случай я всегда ношу с собой. Что? Где мой портфельчик? Вы его где-нибудь оставили? Вспомним. Когда выходили из тронного зала, он был под правой мышкой. Да. А потом выходили по парадной лестнице под левой мышкой. Да. А потом мы еще куда заходили? Мы заходили.
Андрюш, вы думающая личность, вы умная личность. И именно там я и оставил его висеть на гвоздике. Я такой рассеянный. У меня там письмо, которое не могу отправить 2 недели. Кому же? Моему родному дяде Универу. Замечательный старик. Он все на свете может сделать. Да, на всякий случай. Запишите его адрес, он вам может понадобиться. Нет, я запомню. Да? Конечно. Ну, хорошо. Значит, так. Северный район, гора Каракан, обсерватория, Магу-Универ. А ну повтори. А ну повтори. Пожалуйста. Давай. Северный район, гора Каракан, обсерватория. Магу-Универу. Вот здорово. Мне бы такую память. Умница. У нас большое горе. Принц очень болен. А что с ним? Болен, его надо развеселить. Пойдем, я тебе покажу дорогу. Какую игру сорвал нам этот паршивый мальчишка. Я обыкновенный советский школьник. Не волнуйтесь, Двуличие. Ничего страшного пока не случилось. Не случилось. А если принц выздоровеет? Он сядет на престол. А куда сяду я? О, пожалуйста. Ой, это дурная примета. Все вы. А я знаю, кто нам сможет помочь. Кто? Моя родная троюродная тетка. Какая еще тетка? Настоящая ведьма. Она сейчас на пенсии, пишет мемуары. Ей на днях, как раз кажется, исполнилось 205 лет. Ой, какой она была прекрасной ведьмой. И вообще в роду у нее колдуны, леши, домовые, все прекрасные специалисты. Короче. Ей по наследству достался волшебный кисет с табаком. Кто же она? Каргана. Каргана? Дама Пик. Она. Вызывайте ее срочно, немедленно. Сегодня же ночью вызову ее по прямому беспроволочному телефону. Еще неизвестно, кто победит. Шахматы или мы? Карты. Смех или слезы? Скорей задернем занавески, захлопнем двери там и тут. Скучать и некогда, и не с кем, не то другие обойдут. Ваше предложение, господин Валет. Пиковая дама и кисет. Вашей даме 200,5 лет. Но зато какой авторитет! Ага. Как я хочу надеть корону. Она придется мне как раз. Как я хочу стоять за троном, мечтать о вас, служить при вас. Только как же одолеем принца мы? Наши сказки детская игра? Вызывайте тетю из провинции. В старой школе были мастера. Только как же одолеем принца мы? Наши сказки детская игра. Вызывайте тетю из провинции. В старой школе были мастера. Пиковая дама и кисет. Пиковая дама и кисет. Пиковая дама и кисет. Пиковая дама и кисет. Это не то. Это уже было. Это тоже было. Чем же его напугать? Что у вас? Двойка пик? Конан Дойль. Убийство в Эбби-Грейдж. А что у вас? Ужасы расщелины голубого Джона. Ну, это слишком сложно для принца. Что-нибудь попроще. А вот, пожалуйста, о страшилищах. Ну-ка, ну-ка. А это страшно? Очень страшно. А? Чудовище! Хорошо. Вида ужасного. Вот это другое дело. Схватили ребенка несчастного. Так, это хорошо, это подходит. Пожалуйста, печатайте быстро. Готово? Чудовище. Вида. Прекрасно. Ой, ужасного. Восхитительно. Гороховый.
Новая рассказка для принца. 1202. Про утопленника. Я больше не могу. Слушайте, у меня уже волосы шевелятся на голове от ваших рассказов. Но это про другое. Про какое? Про самое страшное. Ну, Флинн же опять будет плакать. Чем больше слез, Тем больше облегчения. В слезах и заключается лечение. Я скоро сойду с ума от этих рассказок. Я был веселым, игривым, нормальным шутом. Ведь прежде, когда нас слушали, когда на меня смотрели, все со смеху катались по полу. А теперь все-таки придется подыскать мне работу по моей прямой специальности. Чудовище вида ужасного схватили ребенка несчастного и стали безжалостно бить его, и стали душить и топить его, в болото толкать комариное, на кучу сажать муравьиную, ловить его злыми собаками, Кормить его тухлыми раками. Кажется, мне уже начинает мерещиться. Тебе показалось. Читай дальше. Тут ночь опустилась холодная, завыли шакалы голодные, и крыльями совы захлопали, и волки ногами затопали, и жабы в болоте заквакали, И глупые дети заплакали. Взмолился тут мальчик задушенный, собаками злыми укушенный, запуганный страшными масками И глупыми детскими сказками. Помилуй меня, о чудовище. Скажу я тебе, где сокровище? Зарыто наследство старушкина под камнем. На площади Пушкина. Кто кричит из темноты? Кто передразнил меня? Ну да, так это же эхо! Я так и думал. Ловко я вас разыграл. Чего вы боитесь? Я Андрюша Попов. Слушайте, что это вы ему читали? Как? Что? Вот я и спрашиваю, что вы ему читали? Это же 1202-я рассказка Кривеллов. Он же сам их сочиняет и меня заставляет читать. Чудовище вида ужасного схватили ребенка несчастного и стали безжалостно бить его, и стали душить и топить его. Я боюсь. Враки.
Это кривило переписывают из других книжек. Типичный плагиат. Что? Что такое плагиат? Ну, это все равно, что я переписываю сочинение у соседа по парте. Что ты наделал? Это же единственный экземпляр! Автор Кривелла убьет меня! Я сам поговорю с этой кривеллой. Да, как принц Новеллы? Не знаю. Ну так как, принц? Чем же ты болен? Я встать боюсь, шагнуть боюсь, я в темноте лежу. Я не играю, не смеюсь, гулять не выхожу. Я стал уже похож на тень и плачу целый день. Это бывает, когда перезанимаешься. Да. Когда перезанимаешься, бывает. У нас вообще не занимается. Как? Совсем не занимается? Необразованный, значит? Да еще и больной. Ну-ка, открой-ка рот, высуни язык и скажи «а». Язык не обложен, горло в порядке, и температуры нет. Да он симулянт! Что? Что такое симулянт? Симулянт – это человек, который притворяется больным, чтобы не ходить в школу. А вашему принцу надо уже было давно встать с постели. Почему? И вообще, почему у вас так мрачно и душно? Не открывайте! Я боюсь. Нельзя, сквозняк, я простужусь. Чепуха! Весь ваш дворец надо хорошенько проветрить. Апчи! Мне вреден белый цвет. Ой, колет бок. Ой, пульса нет. Спасите, я умру сейчас. Лекарства, умоляю вас. Никаких лекарств. Давай, будем делать физзарядку. Зарядка, как это понять? Что заряжать? Куда стрелять? Стреляет и заряжает только на войне. А это совсем другое. Я сейчас тебе объясню. Ну давай условимся. Не говорить в рифму. А как же нужно говорить? Ведь я хотел... Стой, ну зачем же вторую строчку? Сейчас скажешь благодарить, и стихи получится. Я постараюсь, я готов, я только очень недоволен. Молодец, ты понимаешь прозу. Пошли делать физзарядку. Снимай рубашку, пусть дышит тело. Я не могу. Чего ты стесняешься, как девчонка? Принц без рубашки, это не позволяет воспитание. Ну ладно, вы умеете играть? На чем? На каком-нибудь музыкальном инструменте? Ну, конечно. Сыграйте нам, пожалуйста, что-нибудь веселенькое на 4 четверти. На 4 четверти веселенькое. Свистеть нельзя. Временно, пока принц болен. Да ни капельки он не болен. Сыграйте, пожалуйста. Руки по швам. По швам. Пожалуйста, повторяй за мной. Пожалуйста. Начинай. Стой, раз, два. Теперь упражнение руки к плечам. Ставь, руки вверх, ставь, через сторону вниз. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Веселей. Достаточно. Следующее упражнение. Руки перед грудью. Ставь, рывки. Начинай. Раз, два, три, четыре. Достаточно. Следующее упражнение. Руки на пояс. Ставь, приседания. Начинай. Раз, два. Осторожней! Осторожней, Ваше Высочество! Не беспокойтесь, Осторожней, товарищ пациент. Ваше Высочество! Достаточно. Прыжком ноги на ширину плеч. Ставь. Зачем? Наклон к левой ноге. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, Ой, два, три, осторожней, четыре. Ваше шахматное Раз, Высочество, два, осторожней. три, четыре. Достаточно. Прыжки. Начинай. Раз.
заниматься по 10 минут и обтираться мокрым полотенцем, тебя через месяц никто не узнает. Я твой совет согласен слушать, но я хочу ужасно... Есть! Есть! Умница. Вот видите, аппетит появился. А я очень рад. Я ужасно рад, что успели познакомиться, пока искал свой портфель. Чаю, кофе, молока, сыра, хлеба, бутерброда. Что? Молодец! Что скажет королевский врач, наш строгий доктор Кукарач? Скорее, чтоб не было беды, 100 капель на стакан воды. Быстрее из того горшка 5 чайных ложек порошка. Домой лекарство! Ай да принц! Что вы делаете? Что вы делаете? Ура! Ай-яй-яй, что вы делаете? Это же заморская микстура. Смотри! Молодец, принц! О, королева козырей! Мой плащ испорчен. Я надел его в первый раз, чтобы предстать перед очами несравненной двуличия. Предстаньте, предстаньте перед вашей интригонкой. Отдадим Вот тут. химчистку. Вот здесь, пожалуйста. Сразу спесь линяет. Наш принц смеется, он здоров. Какой удар для докторов. Наш принц смеется, он здоров. Какой удар для докторов. Наш От принц смеется, наш счастья принц смеется, наш принц Скорее, смеется, скорее, наш принц королю. смеется, наш принц 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 смеется. Кто разрешил открыть окно? Кто дал больному встать с постели? Я разрешил. Да как вы смели? Зачем ему лежать в постели? Я тоже, кажется, заговорил стихами. В кровати. Принц же совсем здоров. Правда, Чихалья? Извольте лечь в постель, смертельно вы больны. Вы губите себя. Вы как мертвец бледны. В кровать не лягу, я здоров. Я ненавижу лекарей. Правильно. Ура! Браво, молодец, принц. Ой, кто это, король? Мой сын здоров, не верю, это сон. Кто вылечил тебя? Скажи скорее. Он. Чтоб вас благодарить, поверьте, мало слов. Прошу вас извинить, забыл я ваше имя. Андрюша. Андрюша? Да, Попов. Попов? Отныне вы равны с фигурами моими. Да что вы, я пионер, ученик 5 Б-класса. Я не хочу быть шахматной фигурой. Что вы, что вы? Чтоб грустной музыки я больше не слыхал. Печалиться сегодня нет причины. В честь своего единственного сына я назначаю карнавал. Ничего, завтра тетя им устроит карнавальчик. Потанцуем.
меня? Ваш билет. Мне сейчас принесут. Когда принесут, тогда и пройдете. У меня самой нет. Почему меня не пропускают? Вы какая карта? Я из атласной колоды. Я вас спрашиваю, какая вы карта? Двойка пик. Бойкам сегодня вход запрещен. Но я через месяц буду тройкой. Вот через месяц и приходите. Ну как это так? Дорогу первому министру! Господин Патиссон. В чем дело? Почему меня не пропускаете? Тихо. А вы кто такая? То есть как кто? Я двойка пик, а я тройка пик. Мы, да. Тихо, тихо. Мы не можем омрачать наш праздник такими отметками. Вы погодите у меня. Подходим к берегу. Приготовьтесь. Осторожнее, тетя Каргана. Каргана. За мной. Живее, живее. Не толкайтесь. Осторожнее, не поскользнитесь. Так я и Как вы не знал. толкаетесь? Ой. Осторожнее, девочки. Значит так, вы сейчас осторожненько пойдете по этому песочку, а я вас буду ждать у служебного входа. Слышала? Разбежались. Наденьте маски. Пропустите. Пропустите, у меня билет. Билет у меня, пропустите. Пропустите. Стража! Меня не пускают. Господин Патиссон, Да. у меня билет, а меня не пускают. Не надо было опаздывать. Я с детства всегда опаздываю. Это мое хобби. Ай. Мой портфель! Ай-яй-яй-яй! Ай. Ай. Спасибо, Пешечка. Пожалуйста. Мой заслуженный портфельчик. Ой, эти пики. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Господин Патиссон, Что? вы еще не Что? знаете самого главного об этих пиках. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Кажется, мы узнали страшную государственную тайну. Ну? Каргана! Через служебный вход! Ой, начальник стражи! Здесь? Со мной! А ну? Пойдем к тебе. Ты не знаешь, что случилось. А что? Смотри, Вова! Куда? Ой, ну во все глаза, понял? Любезнейший Патиссоне! Что это с вами? На вас лица нет? Чего нет? Лица? А где оно? Да где оно? Понял. Я действительно очень взволнован. А разве что-нибудь случилось? Нет, не случилось. А может случиться. Да? До меня дошли достоверные слухи, что на карнавал хочет проникнуть Каргана. О, что вы говорите? Да, она ведь, кажется, ваша родственница. Дальняя. Это вы ее пригласили. Нет, ну что вы, старые ведьмы давно на пенсии. Вот тебе за старую ведьму. Чем это? С утра вот что-то стреляет в пояснице. Нет, ну разве Каргане до карнавала? Она сейчас мемуары пишет. Вам смешно, а с меня король спросит.
пойду лично проверю караулы. Да, вот теперь необходимо проверить все караулы. Желаю успеха. Надо проверять не караулы, а всех гостей. Всех-всех? Да. А как же их проверить? Ой, ты сам лично будешь заглядывать под каждую маску. Под каждую? Да. Именем закона верните карты Это не я. и снимите маску. Ха-ха! Да как вы смеете, презренный? Кривелла, Да-да, что вы ждете? Убейте его. пожалуйста. Сейчас я вас убью. Ага, попались! А ну, снимите маски! Сейчас мы узнаем, кто из вас эта пиковая ведьма. Я. Ой, принц, ваша светлость, простите меня, но эти маски так обманчивы. Видишь солидную фигуру, а она лишь пешка. Хватаешь козырную карту, а она на поверку обыкновенная, мелкая мастишка. Простите меня, ваша светлость. Я счастлив объявить. Рассеялась печаль. Мой сын здоров. Опять он вместе с нами. Мы открываем праздник-фестиваль и во дворце, и за его стенами. Вот этот чудодей по имени Андрей чихалье моему вернул былую силу. Я, по примеру многих королей, могу теперь спокойно лечь в могилу. Какой чудесный праздник пришел к нам в наше шахматное королевство. Все в буквальном смысле расцвело от улыбок, смеха. Даже не верится, что еще вчера, подумайте, еще вчера наш доблестный принц Чихалья был болен, и все мы пребывали в безысходной печали. Но появился волшебник Андрюша Попов, и принц выздоровел. Слава Андрюше! Да при чем тут я? Каждому человеку нужен нормальный режим. Это моя мама всем так советует. А теперь я с огромным удовольствием представляю слово моему давнему другу и коллеге, нашему Шуту Гороху. Его Величество, приказа в исполнение, мы начинаем наше представление. И первым номером идет у нас балет. Поистине другого лучше нет. Хоть я его не видел много лет.
Уберите руку. Извините. Ну-ка, снимите маску. Вам не стыдно? Какое нахальство. Опять этот стражник мне надоел. Сейчас я сотру его в порошок. Прошу вас, успокойтесь. Быстро поменяйтесь накидками и масками. И что будет? Увидите. Что вам угодно? Прошу извинить меня, но я не проверил вторую маску. Пиковую. О, проверяйте. Узнаете? Ой, мадам, опять это вы. Ты делаешь успехи, племянничек. Я был однажды в театре, там тоже так танцевали. Я хотел посмотреть второй раз, но заболел. Начнем, племянник. Рановато, тетя. Теперь пора, тетушка. Ваше Величество, здесь какая каргана. Спроси, мой верный Патисоне, что нужно здесь этой? Что нужно здесь этой? Сломать старее! Мой портфель. Ой, он был здесь. Это, наверное, Кривелла украл! Что нужно здесь этой? Что нужно здесь этой? Что нужно этой? Ну что ж вы, товарищ унылый, ешьте какая-нибудь рифма по Тесоне. Особе! Нет! Скажи, что нужно здесь Ну, так о этой? персоне! О, Стойте! Не с места! Я вас проклинаю! Воли лишаю! И речи лишаю! Апчи! 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 Будете вы наподобие предкам двигаться только по шахматным клеткам! Апчи! Все вы в ужасный цейтнот попадете, и пропадете, и пропадете! Апчи! Что значит смех и слезы и обиды какой-то пешки или короля? Один мой взгляд и карты ваши биты, со мною шутки плохи, ой-ла-ла, ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла.
короне были ваши предки, имели трон и замки на песке. Вы пленник черной или белой клетки на этой вечной шахматной доске. Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла. О! Вот и все. Большое спасибо, тетя! Пожалуйста. На редкость удачно получилось. Да, учись, учись, детка. Мне пора. До свидания. Звоните, если что. Ой, кто это? Кривелло, а где Чихалья? Хорошо помню, он был в королевской ложе. Ой, корона! Да на что тебе корона, беги! Быстрей! Куда? Куда, негодный мальчишка? Заклинание тебя касается. О, Боже! Эй, туз! За мной! Нет уж, дудки, меня не заколдуете. Давай руку. Прыгай. Я боюсь. Я ж тебе сказал, прыгай. Хоп. Держитесь, мы постараемся вас выручить. За мной, Чихалья. Вон они! Вперед! Догоним! Догоним! Вперед! Ждем, возьмем! За мной! Держись! За мной! Где они? Кто там? Кривелла и Пиковитус. Все пропало. Нет, еще не все пропало. Давай. Ой, тише. Клянусь, да, мой пик. Это они. Быстрее. Где-то здесь. Где-то здесь. Окружай. А может быть, с той стороны? А может быть, вот там? Наверху. Хватай! Хватай этого школьника! Рыжего, давай! Хватай его! Ах, это ты, у тебя что ты тут? Куда? Куда? Туда можно? Нет, не туда. А куда? Туда? Туда. Ой, ну туда же. Ну где они? Я сам видел. Они пробежали сюда. Будь здоров. Кто будь здоров? Кто будь здоров? Кто чихал, тот и здоров. Кто здоров? Кто чихал? А кто чихал? Пусти ногу! Нет, ты пусти! Скорее, Чихалья! Ну, скорее, я убегу же, ну где твоя сила? Да вообще с тобой свяжешься. О, пожалуйста, вот. Ай, держи! Держи! Скорее, не отставай! Я не могу больше. Уйдут скорее! Не толкайся, туз! Подбери живот! Прошу без намеков! Кто там у нас? Скорее, к озеру! Вон они! Вперед! Не стекай, тузик! Вперед! Только вперед! Ну куда же ты назад? Поскользнулся. Вон они! Уплывем! Заводи! Я не умею. Эх ты! Да вот стартер!
больше не могу. Эх ты, чихалья. Ну давай. Пошли. Я не могу. Молчи. Ай! Замучился я с тобой. Ну ладно, посиди пока, отдохни. Я пить хочу. Я тоже хочу. Я есть хочу. Я тоже хочу. Слушай, принц, такого хныкула, как ты, мы бы ни в один поход не взяли. Но я не могу без пешек, служанок, без моего шута горохового. Послушай, чихая, а ты не девчонка случайно? Почему это, девчонка? Да так. Ты лучше скажи, куда мы забрались. Не знаю. Лес какой-то кругом. Эх ты, принц-принцесса. Да мы полдня по лесу идем и все время на север. Откуда ты знаешь? По деревьям, северная сторона всегда в мху. Чтобы не заблудиться, я все время ветки наотламывала. Вон видел? Да если бы не я, свалился ты в какой-нибудь пропасти или утоп в болоте. Что с тобой? Перестань. Ну что, перестань. И впрямь плачешь, как девчонка. А ты меня не бросишь? Да что ты, у нас товарищи не бросают. Так, куда бы нам идти? Слушай, у тебя здесь никаких родственников нет? Только папа унылю. Да, задачка со всеми неизвестными. Слушай, Патисоня мне говорил про какого-то родственника с очень смешным именем. Про универа? Да, маг Универ. Он живет на горе Каракан, северный район, обсерватория. Пошли! Пошли. Как же ты теперь узнаешь, где север? Темнота кругом. Сам ты темнота. Смотри на звезды. Видишь ковш большой медведицы? Вижу. Отмерь от края ковша 7 расстояний его высоты. Отмерил? Ну, приблизительно. Видишь самую яркую звезду? Вижу. Она всегда на севере. По ней ориентироваться будем, чтобы она всегда у нас впереди была. Выше голову, принц-принцесса. Я не принцесса. Пусть кругом ночная тишина, пусть грозят бедой дороги эти, королевство дружбы есть на свете. Самая хорошая страна, королевство дружбы есть на свете. Самая хорошая страна. Лунная дорога, звездная страна, звезд на небе много, а земля одна. Звезд на небе много, а земля одна. Вдаль умчатся рельсы лунных поездов, но нигде не встретишь снега и цветов, но нигде не встретишь снега и цветов. Вашим домом будут Марс или Луна. Помните повсюду, что Земля одна. Помните повсюду, что Земля одна. Маг Универ, можно к вам? Кто там? Это мы, Андрюша Попов и я, Чихали. Подождите, не сбивайте. 27 миллионов 150 тысяч. Сбился! Теперь придется все звезды пересчитывать. Но мы же не виноваты, мы же молчали. Да не вы!
Спутник помешал. Ха! Столько их развелось в космосе. Работать невозможно. Это же Олег Попов. А какой Олег Попов? Это же маг-универ. Он только похож на Олега Попова. Рассказывайте, что нового. Здоров ли мой племяш Патиссончик? Портфельчик у него еще не отобрали? Отобрали. Да, понимаю. Патиссони добрый малый, но совершенно не приспособлен для руководящей работы. Да нет, все же значительно хуже. Стоило только этой старой ведьме чихнуть, как все шахматы оказались заколдованными. Чихнула? И заколдовала? Да. Это Каргана. Ее метод. Только принцу одному удалось спастись. Принцу? Какому принцу? Ну да, принцу. Мне, то есть. Да, наверное, вероятно, может быть, что-нибудь я и забыл. Ну, а что же мы теперь будем делать, молодые люди? Мы очень просим вас, уважаемый универмаг. Ты чего? Маг-универ. Извините, пожалуйста, уважаемый маг-универ, помочь нам расколдовать шахматы. Это невозможно. Почему? Ха, расколдовать его может только волшебный помидор. Какой помидор? Ну какой волшебный? В нем исключительно живительный сок. А где достать этот ваш волшебный помидор? Его невозможно достать. Почему? Потому что достанет его лишь тот, кто нарисует линию без начала и конца. Без начала и конца? Так это же очень просто. Сколько вам лет, молодой человек? 11,5. Скоро будет 12. Почти что 13. Многовато. А вам сколько? Ну, лет 500. Маловато. Я старый ученый, занимаюсь астрономией и утверждаю, что линию без начала и конца нарисовать вообще невозможно. Так уж и невозможно. Да, невозможно. Посмотрите сюда, пожалуйста. Так. Внимание. Готово. Получилось! Что? Действительно вы правы. Ни начала, ни конца. Вы ученый? Ученик 5 Б-класса. О, извините, я вас ошибся. Тогда слушайте. Волшебный помидор находится в волшебном саду Карганы, на квадратном острове Флеш. У живых ворот сидит страшно голодный пес Туз. Вокруг острова вырыт квадратный ров. Во рву кипяток на берегу находятся две одинаковых доски. Откуда вы все это знаете? Из задатчика нам задавали эту головоломку, но я так и не смог ее сам решить. А, вот видите? А на остров может попасть лишь тот, кто сам найдет решение. Без подсказки. Без подсказки. Не унывайте, Халя. Задачку мы эту решим. Главное только надо подумать. Спасибо, до свидания. Да, хочу предупредить, что этот страшно голодный пес Туз терпеть не может мальчишек. Будьте осторожны. Понятно. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Пошли, Чихали. Но я голодный. Седьмая, Хоть бы чаю с бутербродами. восьмая. Бутерброды и чай там. Где? Девятая.
Я догадался. Это же царство Карганы. Но как попасть на ту сторону? Вот видишь эти доски? Это про них нам говорил универ. Надо построить мост. Так это же очень просто. Что ты хочешь сделать? Сейчас увидишь. Она короткая. Конечно, короткая. Осторожнее, она горячая. Она нам еще пригодится. А что если свалить дерево? Смотри, как оно качается. Нет, универ нам сказал решить задачку с досками. Откуда универ узнает, как мы попали на остров? Универ наш друг, и мы не можем его обманывать. А что, если одну доску положить на угол? Ну-ка, помоги, Чихали. Бери за тот конец. Клади на угол. Бери вторую. Понесли. Осторожнее, отпускай. Ура! Вот что значит знать геометрию. Ну, давай руку, принц-принцесса. Прошу не называть меня принцессой. Я принц и пойду первым. Иди, принц. Ай, осторожней! Смотри под ноги. Не бойся, я тебя держу. Кто тут еще? А ну прочь, что с Карганной! Убери палку. Убери, а то загрызу. Не дразни. К животным надо относиться по-доброму. Конечно. Верно, Туз? Тузенька, голодная моя собачка. Кинь бутерброд. Кинь чего-нибудь. Никто тебя не любит, никто не покормит. Лови, скажи ему, что пропустил нас. Не торопись. Тузик сам знает, кого пускать, а кого нет. Верно, Туз? Конечно, знаю. Давай познакомимся. Я принц Чихали. Дай лапу. Держи. Я Туз. А я Андрюша Попов. Ты не думай, Андрюша неплохой. Только чуточку невоспитанный. Ты его прощаешь? Я подумаю. А в сад нас пропустишь? Пропущу. За мной. Заржавели. Их надо смазать. А чем? Он меня не укусит? Не бойся, лучше дай ему бутерброд. Не бойся. Дай. А масло надо воротам. Ну, с сыром. Да еще. Не бойся. Давай. А помидор в саду. Я жду вас с бутербродами. Грабеж, разбой и воровство. Кто там в моем саду ломает ветки? Ко мне на помощь волшебство. Ах, это вы попали в детки? Я воровство вам не прощу, обоих в доски превращу. Я воровство вам не прощу, обоих в доски превращу. Быстрее! Только не урони помидор! Идите! Открой сейчас же! Ах, негодный пес! Не открою! Погоди, я тебя сейчас утоплю вместе с этими паршивцами. Будешь знать, как помогать мальчишкам.
А я не боюсь. Ну, сейчас я вам дам. Ах, я вас сброшу. Ой, ну, пойдите. Ох, я вам дам. Ох, ну, подлые. Где же мой кисетик? Кисетик мой. Кисетик волшебненький. Кисетик. Ох, опять завязался. Да я развяжу. Куда ты? Отдай немедленно. Ну да как же. Конец колдовству. Ура! Ой, что ты наделал? У меня же больше не осталось волшебного табака. Вот и хорошо, не будете больше колдовать. Созик, ты ей не поддавайся. Она теперь не колдунья. До свидания. Спасибо. Поговорим о разных пустяках, как рано птицы нынче улетают. Мудрец спешит остаться в дураках, дурак страницы умные листает, а у шутов порою вырастают веревки на ногах и на руках. Да что стряслось? Почти что ничего. Нечаянные шалости сюжета. Друзья пропали все до одного. Вопросы есть, но нет на них ответа. Кричать нельзя, но можно петь про это. И в общем неизвестно, кто кого. И в общем неизвестно, кто кого. Алло? Брысь. Да-да, девушка. Тетя какая? Ах, тетя! Тетя Каргана говорит. Что опять надо? Что опять надо? Ну, здравствуйте. Что? Плохо слышно. Что? Обокрали? Тетю обокрали. А что у вас украли, тетя? А что? Непонятно. Пусть передают по буквам. Говорите по буквам. А, папа? Ага. А какая? Ах, река? Мама? Ириска? Что? А? Дубина? Кто? Кто дубина? Осел? Что вы ругаетесь, тетя? Разбойник. Подождите. П-О-По, М-И, Поми. Дубина. Да-да. Ой. Осел, разбойник. Помидор. Помидор. Ой, помидор. У тети украли помидор. Ой, что же это? Кто украл? Кто украл? Кто хоть украл-то? Тетя? Андрюша. Андрюша. А и принц с ним? Ой, и принц с ним. И принц? Я же вам говорила, нужно было вызывать другую колдунью. Это негодная старая ведьма. Скажите, что она халтурщица! Ой, простите, никто не ругается. Ну что вы, тетя, просто двуличие всячески вам сочувствует. Что? Вы раскусили собаку? Прокусила собака? Ой, тетя покусала собаку. Что? Собака покусала тетю. Так ей надо, старой корге. Так вам и надо. Ой, я говорю, нет, так вам и надо делать прививку. Не завивку, а прививку. Прямо на вас, на тетю свалились в ворота. Ненормально. Кто же нормальный будет лазать по воротам? Скажите, что нужно лечиться. Ненормально. Тетя, надо вот лечиться, говорят, прямо с ворот в больницу. Меня в больницу. Ну, спасибо, тетя, не ожидал. Карга укушенная. Ну что же делать? Надо украсть.
Украсть этот волшебный помидор. Конечно, конечно. Я знаю, как это сделать. Но как? Да. Если счастье друга твой пароль, если верит друг в твою отвагу, если враг бежит, бросая шпагу, в королевстве дружбы ты король. Если враг бежит, бросая шпагу, в королевстве дружбы ты король. Помнишь, мы здесь были? Вот моя ветка, которую я сломал. Да, помню. Что-то не по себе становится. Без мамы, без папы, без товарищей. Да если и признаться, то и Люба не такая уж плохая. Скажи, Андрюша, а с девочками ты дружишь? Вот сказала. Разве с ними можно дружить по-настоящему? А со мной можно дружить? С тобой? Да ты вообще ничего, парень. Слушай, давай чуть-чуть вздремнем. Сперва ты, а потом я. А то всю ночь не спали. Ты спи, мне не хочется. Я когда болел, наверное, на всю жизнь выспался. Ты ложись. А я лучше буду сторожить помидор. Ладно. Слушай, почему тебе так легко удалось усмирить Тузика? Не знаю. Ведь универ говорил, что Тузик ненавидит мальчишек. Тузик, наверное, догадался, что я... Добрый лес, беспокойный день, дальний путь и мотив знакомый, знакомый. Я хочу, чтобы мой настоящий друг оставался со мною в любой беде, чтобы были лесные цветы вокруг, а дорога спешила к дому. Я не знаю, кому и где эта песня моя поможет, поможет. Я хочу, чтобы мой настоящий друг оставался со мною в любой беде, а когда улыбаются все вокруг, чтобы он улыбался тоже, улыбался. Помидор. Он будет наш. Вперед. Ой, тихо. Он проснется, этот школьник. Спит. Где запасной? Куда? Портфель.
Просыпайся, пошли. А что, я совсем проснулся или наполовину? А, это ты, принц Чихаря? Ну как, все в порядке? Конечно, пошли. А ты не хочешь поспать? Твоя очередь. Не хочу. На Е5. Марш! Ах, так. Ладья Ж7 на Ж5. Снова шах королю унылю. Дайте-ка, Унелио, ступайте налево. Ну кто же так играет? Куда вы его хотите поставить? За патиссона. А, пожалуйста. Унелио, ступайте на d4. Король отступил. Очень хорошо. Теперь опять шах королю. Пешка. c7 на c5. Марш. Так. И мат. Младшая пешка, мы победили. Молодые люди, где же вы пропадали? Становитесь-ка, принц, на свое место. А это еще вопрос. Где чье место? Вот вам. Что это вы принесли? Не как помидор. Неужели одного помидора хватит на нас всех? Даже если он такой большой. А мы не собираемся вас угощать. Да как он смеет? Вызывайте стражу. Но вы же сами хотели над ними посмеяться. Ну, раз мы вам не компания, оставайтесь без нас. Скорее, оживляй короля. Течет волшебный сок, течет волшебный сок, течет волшебный сок. Папа! Е5, d4. Волшебный помидор не помогает. Дай-ка я. Держи. Товарищ Патиссоне. А2, d5. Слушай, Чихаря, что ты делал, когда я спал? Я цветы собирал. Все понятно, принцесса. Значит, помидор нам подменили. Интересно, кому нужен ваш помидор? Да на базаре помидоров сколько угодно. Так, понятно. Сейчас проверим. Куда? Так вот, кто украл у нас помидор, тот об этом пожалеет. Ну, это заклинание. Это что, заклинание? Да, заклинание. Один волшебник научил. Так вот, у того, кто украл у нас помидор, отвалится нос, который он сует куда не надо. Да. Где? Конец колдовству! Вот он, мой старенький портфельчик, мой хорошенький словарчик. Смеетесь, смеетесь, довольно слез, ликуйте впрок, но при этом... Хотите, я вам задам вопрос, и вам не найти ответа?
Я тихо-тихо спрошу вас, а знаете, кто наследник? Смеетесь, смеетесь, на этот раз я просто смеюсь последним. Зачем тревожным своим лицом смущаю другие лица? Не будет сказки с плохим концом, не будет сказки с плохим концом, но что-то еще случится. Король в короне, счастливый час. А знаете, кто наследник? Смеетесь, смеетесь, на этот раз уж я-то смеюсь последним. Смеетесь, смеетесь. Смеетесь, смейтесь, 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 смейтесь. Кого пригрел я на своей груди? Кто знает, что могло случиться впереди? Мы виноваты, наш король. Простить навечно нас изволь. По справедливости мы с них сорвали маски. И не желаем больше слушать их глупые... Рассказки. Нет. Глупые истории. Не в рифму. Отныне картам объявляется запрет. Что я слышу? Король заговорил прозой. Мы больше не будем. Будем. Мой юный друг, я награждаю тебя званием шахматного офицера. Ты по достоинству займешь место нашего принца. Но я пионер, я не хочу быть сказочным героем, и мне пора. И к тому же у вас есть свой принц, ваш сын. У меня нет сына, Андрюша. Как? Нет. Да. Так, смотри. Андрюша. Я правильно догадывался, что ты девочка? В шахматах принцесс не бывает, а у папы родилась я. Вот и пришлось нам скрывать, чтобы карты не знали, что у папы нет наследника трона. Ты все-таки решил уйти от нас? Но мне пора. Слушай, а почему ты так долго скрывала, что ты девочка? Боялась, что ты не будешь со мной дружить. Ну что ты, я вообще-то хорошо отношусь к девчонкам. И к тебе тоже. С вами иногда можно дружить.
Мне пора. Как? Ты уже уходишь? Да, температуры у меня нет, мне пора просыпаться. Что значит просыпаться? У меня завтра ответственный матч с Анатолием Карповым. Это с нашим чемпионом? Да. Но это резко меняет дело. Тогда оставь нам что-нибудь на память. На память? Что же вам оставить? Ну? Я оставлю вам песню. Пусть кругом ночная тишина, пусть грозят бедой дороги эти, королевство дружбы есть на свете. Самая хорошая страна, королевство дружбы есть на свете. Самая хорошая страна. Если счастье друга твой пароль, если верит друг твою отвагу, если враг Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подумать только за одну ночь. Ну-ка, покажи горло. И горло то же самое. Тебе, может быть, снилось что-нибудь? Кажется. Подумать только за одну ночь. И температура 36,6. И горло отличное. Ну, теперь я вижу, что сегодня у гроссмейстера Карпова есть достойный соперник. В этом королевстве круглый год солнце, снег и небо на лугое. В этом королевстве нам с тобою завтра непременно повезет. В этом королевстве нам с тобою завтра непременно повезет. Завтра непременно повезет. Завтра непременно повезет.